Хоть Джоджо и отличаются от основных сёнэнов тем, что в большинстве случаев герои имеют только одну способность, эволюция прокачек говна не обошла стороной и этот тайтл. А меня не обошел стороной Санчес. У меня теперь новый Пепка, и он любит орать. Так что знакомьтесь. Это Санчес. Он будет с нами на протяжении всего ролика материться. Так. Возвращаемся. Эволюция прокачек говна не обошла стороной и этот тайтл. У нас есть реквиемы. Стандартная эволюция, которая в последний момент начинает действовать через жопу. Привет, Койчикун. А также рояли в кустах. Но, в отличие от других историй, мне довольно интересно наблюдать за ней, поскольку в основном прокачка стендов не построена по привычным клише, а появляется либо как рояль в кустах, либо к ней приходит только под конец истории, отчего она не успевает приесться. Да и к тому же, как мне кажется, в истории есть стенды, которым есть куда развиваться. Или куда деградировать. А также в новеллах по мотивам истории Араки есть альтернативные версии стендов. Санчес, заткнись, ты мне мешаешь записывать. Так что в этом ролике, дорогие мои дорогие, я хочу предложить вам варианты того, как будет эволюционировать, деградировать или превращаться в реквием разные стенды. А также упомяну альтернативные версии стендов, если они упоминались. А пока усаживайте чай, заваривайте поудобнее, а я... Нет, не начинаю. Я предлагаю вам залететь ко мне в телегу и на Бусти. Ведь в ТГ вы найдете анонсы видеороликов и мемы по ЖЖ, а на Бусти вы получите ролики в раннем доступе, эксклюзивный контент и возможность выбрать сюжеты персонажа, которого я нарисую. Какой пример? Пульнарев на унитазе был. Давайте Абдул жарит свой чикен макнаггетс. Я не знаю. Вот. А теперь к ролику. Talking Head. Я давно хотела придумать прокачку для этого стенда. Ибо согласитесь, сам по себе стенд пососный. Мало того, что его легко раскусить, он еще и не может самостоятельно переместиться в рот жертвы. Это фиаско, братан, это настолько фиаско, как он умудрился занимать такую высокую позицию. Ицана, я имею в виду, с таким слабым стендом. Хватит орать, Санчес. Давайте тогда увеличим его бесполезность еще больше, сделав для него деградацию до уровня Т9. Пусть рандомно заменяет одно слово на другое, сбивая с толку жертву. А заодно и владельца, ведь он не сможет его контролировать. Вообще классно будет. Так, ладно. Я пробомбилась, и теперь давайте поговорим о том, как его улучшить. Я считаю, что у Talking Head есть потенциал для реквиема. Следите за руками. Основная способность стенда — менять одно действие на другое, оборачивая слова жертвы против нее. И реквием просто увеличит возможности Talking Head. В моем представлении Talking Head реквием — это кинжал в форме окаменевшего стенда с лезвием на конце. Он не нанесет смертельного удара врагу, но сделает больно по-другому. Способности раненого поменяются на противоположные и начнут действовать против него же. Например, Аэросмит на ранче обратится в танк и будет стрелять исключительно в своего владельца. А Металлика будет крафтить кальций и выворачивать кости ризотто наизнанку. Как вам такое? Spice Girl. Для нее у меня есть аж 3 варианта. Первый — это эволюция. Изначально Триш способна просто превращать предметы в резину. Но если бы Spice Girl эволюционировала бы, то она смогла бы получить способность управлять превращенными в резину предметами, изгибая их. Что-то типа топомимики. А топомимика — это наука по изучению поверхностей. И одной из дисциплин, которую она рассматривает, является изгибание поверхностей таким образом, чтобы поменять ее структуру или вывернуть что-то наизнанку. Так, например, Триш сможет вывернуть шар наизнанку, пересадить человеку часы с одной руки на другую, или провернуть ту штуку, которую проворачивала Джалин с лентой Мёбиуса. А ее следующая способность заключается в реквиеме, и упоминалась она в фанфике под названием Golden Child. В фикшене «Золотое дитя» реквием Spice Girl обладал примерно похожими свойствами, что и Гер, но был более щадящим по отношению к дьяволу. Он также отправляет черта в цикл, но там дьявола вынужден переживать не бесконечный момент собственной смерти, а бесконечную вариативность событий, без возможности предсказать свою судьбу.
И мне нравится такой реквием не меньше оригинального, ведь он вписывается в логику части, не только выступая антиподом ксенофобии дьявола, но и не противоречит способности Spice Girl. Даже наоборот, он развивает идею гибкости в абсолют. Ведь в конце истории Триш понимает, что ее путь не предопределен, и в мире есть множество решений, что опять-таки идейно противопоставляется косности и страхам к изменениям от дьявола. Ну и, наконец, третий вариант стенда Триш — это комбинация. Периодически я вижу среди фанаток хэт, где у Триш просыпаются гены Бати. В основном это проявляется в виде пятнышек на волосах и некоторой агрессивности в характере. Но почему бы не подчеркнуть это через стенд, сделав его способность двоякой? Я вижу это так. Spice Girl превращает предмет в резину, а после падения эффекта предмет ломается. И это можно использовать как рогатку. Ну, например, она натянула предмет в состоянии резины, и отпустив предмет, она его сломала, тем самым превратив летящие осколки предмета в снаряды. Кстати, если уж зашла речь о хикимафиозе, то давайте обсудим его стенд, а именно деградацию, поскольку лично мне сложно представить реквием его стенда, ведь сам по себе King Crimson довольно имбовый, но деградацию я представить вполне могу. Нужно просто ограничить радиус действия его способностей. Но ведь его радиус действия и так ограничен, ему нужно приблизиться к врагу на 2-3 метра, скажет кто-то. Ну, надеюсь, что скажет. Да, отвечу я, но есть нюанс. Это нужно для активации King Crimson, но сама по себе способность распространяется на весь мир, по крайней мере предположительно. Тогда как при деградации ее радиус действия будет примерно равен 2-3 метрам, но все, что туда попадет, замедлится. Ну, кроме владельца, конечно же. Еще мне интересна мобильность этой способности. То есть, будет ли она оставаться на одном месте или передвигаться вместе с владельцем, как способность Мишель из СВК, например. А также время ее работы. Типа, она бесконечная или длится так же, как и основная способность, по 10 секунд? Пишите ваши догадки в комментах. Следующий вариант того, что может произойти со стендом Дьявола и Допио, это разделение. Каждой из личностей в оригинальном сериале есть один стенд — Эпитафия и King Crimson. Но что будет, если поделить способности поровну? Самая простая вариация — оба смогут видеть будущее и вырезать время. И длиться это будет примерно по 5 секунд на каждого. Но для King Crimson у меня есть вариант поинтереснее, а именно разделение 2 способа управления временем. Для Дьявола это будет способность замедлять противника, а способность Допио, наоборот, будет ускорение, причем ускорение самого себя. Она будет проявляться как либо увеличение скорости на промежуток в 10 секунд, либо увеличение количества действий, которые делаются за 10 секунд. Так или иначе, независимо от вариации этой способности, у Допио может быть реквием. Он будет построен на принципе: чем больше скорость, тем больше масса. А чем больше масса, тем сильнее притяжение. То есть при ускорении он будет управлять гравитацией и притягивать к себе объекты. Actually. У Допио также есть уникальная способность, которую описали в новелле Атара Мэджо Джордж Джостер. А именно телефончик, с которого можно дозвониться куда угодно, от прошлого и будущего до других измерений. Привет, механики телефона от Майка Клубники. Ладно, давайте немножко отвлечемся от пятерки и посмотрим стенд из алмаза. Red Hot Chili Pepper. Его основная способность — манипуляция электричеством. Но также он умеет перемещаться по проводам и перемещать других. Но что если он деградирует до управления статическим электричеством? Я вижу это так. Санчес, заткнись. Чили Пеппер собирает статическое электричество с заряженных существ и объектов и создает из них шаровые молнии. Либо он концентрирует ток в одном месте и наносит удар как электрошокер. Его радиус действия значительно уменьшится, и он не сможет так же перемещаться по проводам, как раньше, только между заряженными статическим электричеством людьми. И больше я ничего не придумала по этому пернатому, но и пес. Кстати, о псах. Игги. Изначально я думала, что его эволюция ограничится тем, что он сможет уплотнять песок. Но это оказалось слишком скучно. Эволюция эволюционировала до того, что теперь он может менять агрегатное состояние песка. Например, восстанавливать его обратно в камень или переплавлять тепло, а также нагревать и охлаждать его, опять-таки, чтобы переплавить стекло. А теперь снова вернемся к пятерке. Илюза. У Илюзы
будет эволюция обилки. И построена она на таком свойстве зеркал, как самоотражаемость. Если изначально Илюза отправлял людей в зазеркальное измерение, то с появлением нескольких отражений у него появляются две опции. Либо засунуть людей в самое дальнее отражение, чтобы им было тяжелее выбраться, либо скинуть человека в пространство между зеркалами. И мне почему-то кажется, что в этом пространстве находится пустота, которая работает по принципу цилиндрических измерений. То есть это когда тебя закинули в пустое пространство, ты бесконечно циркулируешь вверх и вниз, но воспринимаешь это как падение. И как в игре Portal, например, если открыть порталы друг напротив друга. Еще фандом часто приписывает Илюза дополнительные обилки к его способности. Например, в фанфиках я часто встречаю тейк о том, что Илюза перемещается между зеркалами, что позволяет ему работать как разведчику. Моя любимая художница Закаэцу, например, любит рисовать пикчи, где он находится в нескольких зеркалах одновременно. Причем из каждого зеркала торчит отдельная конечность. Муди Блюз. У Муди Блюз я вижу альтернативное развитие способности. Вместо того, чтобы он мог воспроизводить действия человека, он смог бы воспроизводить предметы или явления. Например, отпечатки пальцев, отпечатки ботинок, то, что обычно обнаруживают сыщики на месте преступления, а также какой-нибудь условный ключ от квартиры, где деньги лежат. Но также мне кажется, что Муди Блюз имеет потенциал к эволюции, ведь использование его оригинальной способности ограничивается местом, где ограничивается воспроизведением действий человека в том месте, где происходило событие. И если бы у него была способность воспроизводить эти события в любом месте, Ребзям бы не пришлось тащиться на Сардинию, чтобы воспроизвести личность босса. Что ж, и наконец, финальный Сент — это Мэрилин Мэнсон. У нее будет реквием, а именно способность изымать сценарий, основанный на амбициях. То есть, если человек не выполнил правила, которые задала владелица стенда, то Мэрилин Мэнсон изымет мечту, которую он хочет исполнить. И она не исполнится со 100% вероятностью. Ну и также Стэн, как и в начальной форме, изымает ту мечту, которую сам посчитает необходимой. Вот и все, дорогие мои дорогие. С вами была Газа. Надеюсь, вам понравилось. Пишите, какие стенды, по вашему мнению, могли бы получить эволюцию, деградацию или реквием. А также заглядывайте на мой телеграм-канал, где я выложила ветку с беседой о том, каким мог бы быть King Crimson реквием. Подписывайтесь на мой бусти и не забудьте поставить лайк, или они поставят вас. Удачи!